Привет! Как можно было догадаться из названия, сегодня в видео речь пойдет о беспроводных наушниках Redmi Buds 4 Pro. И несмотря на то, что данная модель вышла на рынок месяца 2 назад, это была китайская версия. И насколько я помню, аудиокодека высокой четкости LDAC эти наушники не поддерживали. У меня же на руках глобальный вариант, который я бы назвал более доработанным. Ну а что еще мы можем получить помимо вышеупомянутого аудиокодека и самое главное, насколько наушники оправдывают свою стоимость, я сейчас и расскажу. Итак, упаковка глобалки более качественная, коробка сделана из плотного картона. Понятное дело, что для кого-то это не столь важно, ведь с коробкой мы обычно не ходим каждый день. Но вот, к примеру, для транспортировки из того же Китая это вариант более надежный. Хотя недооценивать мощь курьеров я бы не стал, случаи бывают всякие, не такое ушатывали. И тем не менее, внутри коробки все по классике. Кейс с наушниками, комплект сменных амбушюр, упакованных в отдельной коробочке, небольшой зарядный кабель и мультиязычная инструкция с русским языком. Сам кейс компактный, имеет округлые формы и лаконичный дизайн. В моем случае он графитового цвета, и вот в таком исполнении его делают матовым, ровно как и саму пару наушников. Насколько я помню, в белой расцветке абсолютно все элементы глянцевые. На передней стороне кредла расположен статусный индикатор, а в нижнем торце поместили разъем для зарядки и кнопку активации и сброса. И вот если при первичном сопряжении данная клавиша возможно и не понадобится, то при использовании функции мультипоинта без нее уже не обойтись. Само же подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Петля в ней установлена пластиковая со встроенным доводчиком без фиксатора. Внутри разместили аккумуляторный блок на 590 мАч, а каждый наушник снабдили батарейкой на 54. Таким образом, около 4 полноценных зарядок с 0 до 100% кейс обеспечить должен. Помимо тактильно приятного и компактного футляра, интересными и очень удобными сделали и сами наушники. Особая благодарность инженерам за столь короткую ножку. Гарнитура садится в уши как влитая. Что же касается непосредственно сборки, то тут вопросов у меня нет. Детали подогнаны хорошо, неприятные стыки отсутствуют. Звуковод прикрыт металлической перфорированной пластиной, а встроенные датчики автопаузы визуально скрыты. Работают они исправно в обе стороны на каждом из наушников. Амбушюры из комплекта мне менять не пришлось, идеально подошел размер L. Повторюсь, сидят наушники очень удобно. На внешних сторонах ножек установлены декоративные вставки, визуально напоминающие металл. И вот на них прямо так и просится управление громкостью по слайду. Однако здесь реализовано все по классике, жесты только на касание. Для настройки и полноценной работы наушников необходимо установить фирменное приложение. И да, все правильно, Xiaomi наконец-то его сделали, локализованное с русским языком и со всеми нужными функциями. Называется оно Xiaomi AirBuds. В нем пока не так много моделей, как в том же кастомном Mi Buds M8, которые также можно использовать для настройки, но я думаю, со временем они и туда пропишут остальные свои модели. В любом случае, при желании можно воспользоваться и M8, эти наушники там тоже есть для выбора. Отличаются программы совсем незначительно. К примеру, в официальном приложении Xiaomi есть звуковые пресеты, которые в M8 отсутствуют. При этом в M8 можно активировать всплывающую анимацию на любой Android смартфон, чем официальная программа похвастать пока не может. Скорее всего, на смартфонах Xiaomi это окошко вшито в оболочку MIUI, но у меня телефон от OnePlus и утверждать наверняка я это не могу. Но все же, если выбирать, то я бы склонялся к официальному приложению, ведь анимация не так важна, нежели пресеты на звук. Да и к тому же свежие обновления скорее всего будут прилетать туда намного быстрее. Вообще, в данной ситуации меня радует лишь тот факт, что больше не нужно сидеть с переводчиком над китайскими иероглифами. Что же до функциональных моментов, то перед нами, можно сказать, эталонное приложение с кучей настроек, которое лично мне очень напоминает Huawei AI Live. В программе можно переназначить жесты управления, активировать или отключить датчики автопаузы, включить мультипоинт и голосовое управление. Также здесь имеется опция поиска наушников, ну и разумеется настройка ANC фильтров. Кстати, в этом разделе тоже есть из чего выбрать. Активный шумодав имеет 3 ручных надстройки: слабое, сбалансированное и глубокое шумоподавление. Либо можно воспользоваться адаптивным режимом, который сам будет решать, какой уровень выставить. Работа данной опции меня очень порадовала, в особенности при использовании в общественном транспорте. ANC прекрасно вывозит метро, электрички и автобусы. Про шумные места по типу ТРЦ я уже не говорю, полет просто отличный. Обратная сторона шумодава режим прозрачности также имеет 2 сценария: обычный и усиление голоса. Работает функция хорошо, и вынимать наушники из ушей при ее активации не приходится, окружение слышно прекрасно. Что же касается непосредственно звука, то, как я отметил в самом начале, модель имеет поддержку кодека высокой четкости LDAC с сертификацией Hi-Res Audio.
По умолчанию наушники сами выбирают данный кодек для первичного подключения, разумеется, если таковой поддерживается самим смартфоном. По аппаратной составляющей за звук здесь отвечают двойные динамические драйверы. И это не какая-то привычная гибридная система с двумя драйверами, а довольно оригинальная конструкция с разными диафрагмами. Лично я бы назвал все это дело некими комбо-динамиками. В конструкции есть основной драйвер на 10 мм плюс 6-мм твиттер. Звук из наушников выходит очень приятный, мягкий и при этом довольно четкий. Низкие частоты умеренные и объемные. Не могу назвать такую настройку басхедной, особенно в стоковом пресете, но если захочется побольше баса, то можно всегда применить специальную заготовку из официального приложения. По умолчанию же наушники играют весьма универсально и при этом качественно. В середине хорошо прослеживается вокал и инструментальная составляющая, а верхние частоты немного поджаты и не бегут впереди паровоза. Их вполне достаточно для придания важных акцентов. Единственный момент, который, возможно, не каждого устроит, это уровень максимальной громкости. Ее здесь как будто впритык, по крайней мере по моим ощущениям. Прослушивая музыку будь то в потоке или же загруженную коллекцию во флаг, убавить ниже 100% мне ни разу не хотелось, так что для тех, кто любит иногда навалить побольше волюме, эти наушники могут не подойти. Что же касается автономности, то на 100% громкости без ANC фильтров на стандартном звучании по кодеку LDAC на одном заряде наушники отыграли ровно 5 часов, при этом сели почти одновременно. Несмотря на отсутствие в модели игрового режима как такового, в данном сценарии наушники проявили себя весьма неплохо. Поиграть в популярные шутеры PUBG Mobile и Call of Duty Mobile можно вполне себе приятно. Задержки звука на слух практически неуловимы. И тем не менее, по моим замерам, интервал получился от 200 до 280 миллисекунд, что в целом является довольно неплохим показателем. При всем при этом на YouTube рассинхрона не слышно вовсе. Помимо всего прочего, наушники также смогут порадовать и наличием полноценно работающего режима мультиподключения. Модель может работать одновременно с двумя устройствами без необходимости переподключения посредством жестов. Все срабатывает по умолчанию, необходимо лишь первично подключиться к нужным девайсам. К примеру, я это сделал по классике, с ноутбуком и смартфоном. При поступлении входящего звонка наушники автоматически подключаются в качестве гарнитуры. Что же до голосового управления, то я не особо любитель беседовать как с наушниками, так и с голосовым ассистентом. Однако проверить эту функцию я все же решил. Возможно, мой английский слишком плох, но ни потоковый плеер, ни какой-либо другой установленный на моем смартфоне на мои голосовые команды не реагировали. Так что либо опция пока не рабочая, либо у меня что-то не получилось. Ну и вроде бы на этом все важные моменты я осветил. Осталось лишь послушать работу встроенных в наушники микрофонов. Ну что ж, друзья, пришла пора проверить, как отрабатывают микрофоны в наушниках Redmi Buds 4 Pro. Я сейчас нахожусь в локации, в очень сильной локации. Здесь проезжают периодически под мостом поезда. Плюсом ко всему рядом есть дорога, по которой проезжает куча машин. Ну и в целом сегодня погода не очень, периодически такой ветерочек бывает. Иногда в микрофон он попадает, иногда нет. Но в целом можно примерно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по этой гарнитуре, но находясь вот в какой-то такой локации, в очень шумной локации. Ну что ж, друзья, у нас на очереди автомобильный тест, наушники Redmi Buds 4 Pro, микрофоны, слушаем сейчас в закрытом автомобиле. Я по традиции открываю окна с двух сторон. Вот сюда порывами начинает задувать ветер, есть шум от дороги, от приезжающих мимо машин. Утро, 7 утра, все торопятся на работу, собственно, скорость у меня порядка 65 км в час, проспект Мира, шумная дорога, и, собственно, вот как-то так справляется с этими условиями микрофона в этих наушниках. Друзья, ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Redmi Buds 4 Pro в торговом центре. Я сейчас нахожусь, здесь довольно гулко, здесь играет на фоне музыка, ну и примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать вот в таком сценарии использования с помощью данной гарнитуры. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать однозначно, что наушники получились весьма годными. В них есть много полезных и востребованных функций, стоят они относительно недорого, плюс наконец-то появилось официальное рабочее приложение на русском языке. Единственным их минусом я считаю недостаток громкости, да и то скорее это больше мое восприятие. Я люблю, когда есть запас.
Уверен, что многим 100% будет более чем достаточно. Во всем остальном же модель весьма приятная как внешне, так и по звуку. Ну и микрофоны вроде как не подвели, учитывая мои условия тестирования. Так что кому наушники понравились визуально, можно смело брать. Модель получилась весьма удачной. Жаль только, что они приехали позже, чем выходил мой недавний топ беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Они бы точно туда попали. Ну и учитывая, что наушники обзавелись глобальной версией, скорее всего совсем скоро, а возможно уже сейчас, их можно будет купить в местном ритейле. Главное, чтобы цену на них сильно не задирали. Плюс-минус 3500 за них в самый раз. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих моих видео. Пока-пока.